Всем привет-привет! Продолжается моя эпопея по вязанию платьев крючком. Кто следит за моим каналом, знает, что мы совсем недавно вязали платье из Yarn Art Flowers. Кстати, кто еще не видел мастер-класса, я оставлю ссылку в описании под этим видео. А кто видел и, может быть, даже вяжет, вы тоже напишите мне в комментариях, мне очень интересно, что у вас получается. Во вкладке «Сообщество» на нашем канале я уже немножко рассказывала об этом платье, о том, что будет подчеркнутая линия талии и такой свободный крой, свободный силуэт, который подойдет абсолютно для любой фигуры. Скроются все недостатки и подчеркнется только наша линия талии, наше главное женское достоинство. Еще название видео – это 3 вещи по одному мастер-классу, и это действительно так. Посмотрите, само платье вяжется от линии талии. И если мы будем вязать только подол платья, то есть от пояска вниз, мы получим юбочку. Если будем вязать только лиф платья, то есть от пояска вверх, то получится топ. Ну а если все вместе, то будет платье. И еще плюс этого платья в том, что здесь нету прибавлений. Благодаря оригинальному узору. Потому что первый ряд раппорта состоит из воздушных арок. И эти воздушные арки мы можем вязать абсолютно через любое количество петель. Можем связать через одну петлю арочки, можем через 2, а можем чередовать. 1 петля, 2 петли. И то есть мы можем на одно и то же количество воздушных петель посадить абсолютно разное количество раппортов узора. Например, я для юбочки использовала 26 раппортов узора, для лифа 20 раппортов узора, потому что у меня обхват груди меньше бедер, поэтому лиф я сделала поменьше. Если у вас эти величины одинаковые, или может быть даже грудь больше, то делайте одинаковое количество раппортов и на грудь, и на бедра. Только не делайте бедра уже, иначе вы нарушите пропорцию, будет некрасиво смотреться. Дальше. Наш лиф имеет рукавчик. Это тоже очень простая выкройка, Т-образная. Сам рукавчик присборен резинкой и выглядит вот таким милым фонариком. Кстати, сейчас вам спинку покажу, то еще не показала. Ну, согласитесь, очень милое платье получается. Если вам оно тоже понравилось, то поставьте прямо сейчас лайк. Нажимайте подписаться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих новых видеоуроков. Кстати, для вязания я использовала пряжу Vita Coco. Бытует миф, что вещи из этой пряжи получаются жесткими, стоят колом. Но я могу сказать, что это не так. И здесь самое главное подобрать размер крючка. То есть я не беру рекомендованный размер крючка, тогда полотно действительно получится жестким. Я это платье вязала крючком 3 мм, поэтому само платье получается мягким. Вы видите, оно легко драпируется, легко лежит. То есть здесь еще учитывайте, что нет убавлений, то есть сразу же у меня как здесь 26 раппортов, так и вот здесь вот у линии талии также 26 раппортов на юбочку. Посмотрите, она как аккуратно лежит красивыми складочками, очень легко все получается. Платье дышит, это потому что 100% хлопок. В этом видео мастер-классе я расскажу, как построить выкройку абсолютно на любой размер, то есть мы с вами снимем мерки и все подберем индивидуально под каждую фигуру. Можете даже детское платьишко связать по этому уроку. Я вам сейчас покажу детали платья поближе, покажу, как выполняются расчеты и будем начинать вязать. И еще один моментик вам не сказала. Платье у нас ажурное, поэтому узелки здесь не приветствуются. Я вам в описании под видео оставлю ссылочку на мастер-класс, как вязать крючком без узлов. Это видео вам очень понравилось, вы на него хорошо отреагировали, поэтому, кто не видел, тоже посмотрите, вам пригодится этот метод для вязания любых ваших проектов. Покажу вам поближе узор. Это узор из вееров, всегда очень актуален при вязании крючком, смотрится красиво на любых изделиях. Сейчас покажу сам пояс, как туда вставлена резинка. Вот, посмотрите, по изнаночной стороне вяжется вот такая решетка. Сам механизм мы сначала связали пояс, резинку, а потом вот эту вот решетку. И все вместе при вязании первого ряда узора как бы соединяем. И у нас получается вот такое место, куда мы легко вставляем резинку. Решетку я вязала из столбиков с 4 накидами.
То есть высота как раз вот этого столбика зависит от ширины резинки. Подбирается уже исходя из ширины резинки, исходя из толщины пряжи и размера крючка. В итоге получается эластичная резиночка, которая хорошо держит платье. На манжетах я тоже выполняла такую же резиночку. Здесь тоже сделала вот эту вот решетку для бельевой резинки. Думаю, вдруг манжет потянется, тогда вставлю. Но он не тянется, носится достаточно ловко. Ну, осталась вот эта обычейка, не стала ее распускать. Горловинку также я оформила такой резинкой из рельефных столбиков. Здесь использовала еще такой ложный кетлевочный шов из соединительных петелек. Дальше уже покажу, как это все вяжется более наглядно. Давайте теперь перейдем к самим расчетам. В описании под видео я оставлю ссылочку вот на этот вот рисунок и на эти размеры. Мой размер 42 российский, рост 170 сантиметров. Я так нарисовала платье. Показываю то, что здесь нет никаких прибавлений в узоре. То есть все вяжется ровным полотном. И начинаем мы с пояса. И ширина этого пояса в нерастянутом виде, вот этой вот резинки, должна быть равна обхвату талии плюс еще примерно 5 сантиметров. При растяжении эту резинку мы должны легко надеть на талию через ноги, если это у нас будет просто юбочка, либо через верх. Мы должны также в нее легко проходить, то есть если мы вяжем платье, то мы платье будем надевать через голову. Резинка при растяжении вот должна быть больше нашего обхвата бедер и, конечно же, больше обхвата груди, чтобы было ее комфортно надевать. Не бойтесь, что она растянется, потому что бельевая резинка ее будет все-таки держать на прежнем уровне, и благодаря этому наше платье в области талии будет красиво драпироваться. Дальше ширина юбочки у меня рассчитывается из обхвата бедер. Обхват бедер 92 сантиметра. 22 сантиметра я брала на свободу облегания. Всего 114. Делим их пополам, получаю, что вот ширина юбочки 57 сантиметров. Длину вы выбираете любую. Я связала 51 сантиметр. Затем ширина лифа идет, исходя из обхвата груди. Здесь я делала меньше на свободу облегания, всего лишь 4 сантиметра. Получаю 90. 90 делю пополам, и ширина лифа у меня 45 сантиметров. Дальше высоту проймы я рассчитывала, исходя из обхвата плеча. То есть от обхвата плеча я отняла 3 сантиметра. И это у меня есть высота проймы. То есть общий обхват рукава уже получается 21 плюс 21. Не спутайте здесь. Также рукав вяжется без убавлений. Он затем просто стягивается манжетом. И еще скажу одну мерку. Длина спины у меня до талии равна 43 сантиметрам. То есть, видите, и вот здесь вот вся вот эта вот высота у меня составляет 39 сантиметров. Не делайте слишком высокий лиф, иначе вот эта вот оборка вот здесь вот будет некрасиво свисать слишком глубоко, закрывая вот этот вот пояс. Длина рукавчика небольшая, 10 сантиметров. Глубина горловины по переду 7 сантиметров. Сзади она чуть меньше. Примерно 2, наверное, сантиметра где-то. Как я уже сказала, начинаем мы вязать от пояса. Затем вниз вяжем юбочку, потом вверх вяжем лиф. Рукава цельновязанные, то есть мы довязали. Затем единоразово прибавили 10 сантиметров с одной стороны, 10 сантиметров с другой стороны и вяжем уже лиф вместе с рукавом. Кстати, что касается узора, на канале у меня уже есть мастер-класс вот по этому узору. Я там показываю, как он вяжется поворотными рядами. Ссылочка на узор будет в описании. А сегодня я покажу, как вяжется этот же узор, но по кругу. Потому что юбочку мы вяжем по кругу, и лиф до рукавов мы также вяжем по кругу. Как я тоже уже вам сказала, что шов у нас есть только плечевой, который выполняется крючком. Давайте начинать. Вязание платья я начинаю с пояса резинки. Крючок у меня 3 миллиметра. Я буду вязать резиночку из рельефных столбиков. Набор петель для такой резинки я выполняю столбиками без накида. Как вяжется резинка
из рельефных столбиков на таком наборе петель. На моем канале уже есть видео мастер-класс подробный. Я вам оставлю ссылочку в описании под видео. Вы перейдите, пожалуйста, и посмотрите. Здесь уже не буду на этом сильно зацикливать ваше внимание. Высота этой резиночки. Резиночка вяжется по кругу. Должна быть равна высоте бельевой резинки, которую вы будете вставлять в платье. С небольшим захватом, то есть сверху там немножко, несколько миллиметров, и снизу несколько миллиметров должна быть шире резинка связанная, чтобы бельевая резинка, конечно, не торчала из-под платья. Резиночку я взяла широкую, ширина ее примерно 2 сантиметра. Я выполнила уже поясок достаточной ширины, он чуть шире моей резинки, которую я буду ввязывать. Получилось связать у меня всего 4 ряда, не считая ряд из столбиков без накида. Что мы делаем дальше? Выполняем 4 накида на крючок. Посмотрите, поворачиваем изнаночной стороной наш поясок. Вот здесь у меня идет по изнаночной стороне изнаночный столбик. И вот самый первый столбик без накида, который мы вязали при наборе петель, вот я его подхватываю и выполняю столбик с 4 накидами. Это вот первая, вот такая будет перемычка, которая будет держать нашу резинку. Дальше воздушная петля и вновь столбик с 4 накидами. Вот этот вот лицевой ряд мы пропускаем. И вот в изнаночные столбики, опять самый первый столбик без накида я подхватываю и вяжу столбик с 4 накидами. Потом вот эти вот столбики с 4 накидами будут держать нашу резинку. Одна воздушная и вновь столбик с 4 накидами. И таким образом выполняем столбики на протяжении всего пояса. По лицевой стороне это подсоединение столбиков с 4 накидами незаметно. Я провязала уже по всему поясу столбики с 4 накидами. И теперь мы в первый столбик с 4 накидами выполняем соединительную петлю. Вот все, наш кармашек для резинки готов. Дальше мы будем его подсоединять к вязаному полотну. Я подхватываю первый рельефный лицевой столбик, точно так же, как мы вязали всю резинку, подхватываем. И выполняю лицевой столбик без накида. Дальше 3 воздушных. Это уже начинается первый ряд нашего узора. Пропускаю изнаночный рельефный столбик. Опять буду подхватывать лицевой рельефный, одновременно захватывая столбик с 4 накидами. Я его захватила и вывожу крючок на лицевую сторону. Провязываю столбик без накида, лицевой рельефный. Вновь 3 воздушных. Изнаночный столбик пропускаю, ввожу крючок в лицевой столбик. Подхватываю сразу же столбик с 4 накидами следующий. И вывожу крючок на лицевую сторону. Подхватив, как обычно, столбик с 1 накидом. И выполняю лицевой рельефный. И такими арками я обвязываю весь пояс, одновременно подсоединяя эту решетку из столбиков с 4 накидами. Я уже практически заканчиваю ряд. Всего у нас вот количество вот этих вот арочек должно быть кратно 4. У меня в конце ряда получается за место 4 только 3 арки. Поэтому я выполню прибавочку. Вот сейчас я буду подхватывать не рельефный столбик,
лицевой, а вот в этот вот в изнаночный столбик свяжу еще одну арочку дополнительную. Опять 3 воздушных. И теперь в рельефный лицевой выполняю арочку. 3 воздушных и завершаю ряд. Вяжу соединительную петлю в первый столбик без накида. Это у нас будет первый ряд юбки. Теперь мы поворачиваем вязание изнаночной стороной к себе. Хоть мы будем вязать и по кругу, но ряды у нас будут поворотные. Приступаем к вязанию второго ряда. Выполняем 4 воздушных. И в арку, в ближайшую, вяжем столбик без накида. 3 воздушных. И в следующую арку столбик без накида. В столбик без накида предыдущего ряда выполняем 3 столбика с накидом. В следующую арку столбик без накида. Это у нас будет основание веера. Дальше вяжем 3 арочки подряд. Первая, вторая и третья. И вновь выполняем 3 столбика с одним накидом. Это будет у нас основание следующего веера. Таким образом мы вяжем основание веера из 3 столбиков 3 арочки. Выполняем так весь ряд до конца. Я уже заканчиваю ряд. Провязала основание веера. Дальше арочка у меня из 3 воздушных. 1 воздушная и соединительный столбик вот в самую первую арку, которую мы связали в этом ряду. Второй ряд готов. Разворачиваем вязание лицом к себе. Сейчас будем выполнять третий ряд. Выполняем 1 воздушную для подъема. В ближайшую арочку я вяжу столбик без накида. Затем 3 воздушных. И столбик без накида в следующую арочку. Подошли мы к основанию веера. И теперь в каждый столбик веера свяжем 2 столбика с одним накидом. Ввожу крючок в первый столбик. Накид на крючок, еще 1 столбик вяжу в ту же самую петлю. Перехожу ко второму столбику веера и в него также вяжу 2 столбика с одним накидом. И в третью петельку тоже 2 столбика с одним накидом. В основании веера теперь уже 6 столбиков с одним накидом. И в ближайшую арочку ввожу крючок, вяжу столбик без накида. Вяжем 2 арки. Первая и вторая. Вновь мы подошли к основанию веера и туда выполняем точно так же по 2 столбика в каждую петельку. И таким образом мы провязываем весь ряд. Сначала у нас идет по 2 столбика в основании веера, затем 2 арки. Заканчиваем ряд. Я провязала 6 столбиков, подсоединилась в арку. Теперь выполняю 3 воздушных и вяжу соединительный столбик в самый первый столбик без накида.
Поворачиваем вязание изнаночной стороной к себе. Выполняем 4 воздушных и столбик без накида под первую арку. Вновь будем в каждый столбик веера вязать по 2 столбика с одним накидом. Выполнила по 2 столбика в каждую петлю. Всего получилось 12 столбиков с одним накидом. Дальше вяжу столбик без накида под ближайшую арку. 3 воздушных. И под следующую арку столбик без накида. Мы вновь подошли к вееру. И в каждую петлю веера вяжем по 2 столбика с одним накидом. И таким образом провязываем весь ряд до конца. Между веерами у нас получается по одной арке. Заканчиваем ряд. Я провязала 12 столбиков с одним накидом. Столбик без накида под ближайшую арку. 1 воздушная и соединительный столбик в самую первую арку, которую мы выполнили. Разворачиваем вязание. Вновь будем вязать по лицевой стороне. 1 воздушная, столбик без накида под ближайшую арку. И этот ряд будет состоять весь из арочек. Набираем 3 воздушных, отсчитываем 3 петельки по вееру и в 4-ю выполняем столбик без накида. Вновь 3 воздушных и, пропустив 1 петельку, во 2-ю столбик без накида. 3 воздушных, пропускаем 2 петельки, в 3-ю столбик без накида. 3 воздушных и столбик без накида под арку. 3 воздушных и опять переходим на веер, отсчитываем 3 столбика, в 4-й вяжем и начинаем повторять наш ряд. Таким образом выполняем весь ряд до конца арочками из 3 воздушных петель. Заканчиваем ряд. Я вяжу арочку из 3 воздушных петель и соединительную петлю в 1-й столбик без накида. Затем разворачиваем вязание изнанкой к себе. 3 воздушных. Столбик с одним накидом в ту же самую петельку, откуда идут воздушные. У нас сейчас получатся наши веера сдвинутые на пол раппорта, то есть следующий ряд вееров получится между предыдущими. Вяжем столбик без накида под ближайшую арку. Далее 3 арочки из 3 воздушных. Первая. Вторая. И 3-я. И теперь выполняем основание следующего веера, то есть вяжем 3 столбика с одним накидом в столбик без накида предыдущего ряда. И столбик без накида под ближайшую арочку. И начинаем повторять опять 3 арочки и затем основание веера. Вяжем так весь ряд до конца. Заканчиваем ряд. Я вяжу последнюю арку. И теперь, выполняя столбик с одним накидом, в ту же самую петельку, куда у нас выполнена вот эта вот группа из воздушных петель и столбика с одним накидом. Выполняю соединительный столбик в воздушную петлю подъема.
И разворачиваем вязание. Вяжем по изнаночной стороне. Выполняем 3 воздушных. Столбик с одним накидом в ту же самую петлю. И в следующий столбик с одним накидом веера выполняем 2 столбика с одним накидом. И столбик без накида под ближайшую арку. Выполняем 2 арки. Первая. Вторая. И теперь мы должны расширить веер точно так же, как мы делали вот в этом вот ряду. То есть в каждый из 3 столбиков должны связать прибавку. Вяжем 2 столбика с одним накидом в первый столбик веера. В следующую петлю также 2 столбика. И в третью петлю тоже 2 столбика. Всего связали 6 столбиков. Теперь столбик без накида под ближайшую арку. И начинаем повторять. Вновь вяжем 2 арочки и затем 3 прибавки в каждый столбик следующего веерочка. Заканчиваем ряд. Я выполнила 2 арки и теперь вяжу 2 столбика с одним накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. На стыке рядов у нас также формируется веер. И вот получилось всего также 6 столбиков. Выполняем соединительную петлю, воздушные петельки подъема. Разворачиваем вязание. 3 воздушных. Столбик с одним накидом в ту же самую петлю. Два столбика с одним накидом в следующую петельку. И в следующую петельку также 2 столбика с одним накидом. Столбик без накида под ближайшую арку. Теперь арка из 3 воздушных. И вяжем в каждый столбик веера 2 столбика с одним накидом. Провязала столбики с накидом. Всего получилось 12 столбиков. Вяжем столбик без накида под ближайшую арку. Теперь арка из 3 воздушных. Начинаем повторять узор. В веер опять вяжем по 2 столбика в каждую петельку. И между веерами будет получаться по одной арке. Вяжем так весь ряд до конца. Я довязываю ряд до конца. У меня от этого веера осталось 3 столбика, и я в каждый выполняю прибавление. И вяжем соединительный столбик в воздушную цепочку подъема. Разворачиваем вязание. Воздушная петля. Столбик без накида в ту же самую петельку, откуда идет воздушная. И следующий ряд будет состоять весь из воздушных арок. Набираем 3 воздушных, пропускаем 2 петельки, в третью вяжем столбик без накида. 3 воздушных.
и столбик без накида под ближайшую арку. 3 воздушных. Отсчитываем 3 столбика, в 4-й вяжем столбик без накида. 3 воздушных. Пропускаем одну петлю во вторую, столбик без накида. 3 воздушных. Пропускаем 2 петельки в 3-ю, столбик без накида. 3 воздушных. И столбик без накида под воздушную арку. И начинаем повторять, вновь вяжем арки по следующему вееру. Завершаем ряд, вяжем 3 воздушных и соединительный столбик в 1-й столбик без накида. Разворачиваем наше вязание, выполняем 4 воздушных и начинаем повторять узор со 2 по 9 ряд. Вяжем юбочку нашего платья на необходимую длину. Моя юбочка достигла необходимой длины, она получилась целиком, захватывая пояс длиной 50 сантиметров. И я не хочу, чтобы край юбочки был волнистым, и сейчас я буду его выравнивать. Выполняю одну воздушную, поворачиваю вязание лицевой стороной к себе. И сейчас буду вязать столбиками без накида по вееру, пока до конца веера не останется 3 столбика с одним накидом. Получается 3 столбика без накида. Вот до края веера осталось 3 столбика. В следующий столбик буду вязать полустолбик с накидом. Выполнила накид на крючок. Вытащила рабочую нить и все 3 петли провязала за один раз. В следующую петлю столбик с одним накидом выполняем. И в последний столбик веера вяжем столбик с одним накидом на воздушной петельке. Накид на крючок. Вытянула рабочую нить. И провязываю только одну ниточку. На крючке 3 петельки, и их провязываю как обычный столбик с одним накидом. Вот видите, выравнивается край вот этого веера. Затем столбик без накида под воздушную арку. Переходим к вязанию следующего веера. Опять в самый первый столбик веера вот этот столбик без накида пропускается. В столбик веера ввожу крючок и выполняю столбик с одним накидом на воздушной петельке. Провязала одну ниточку и затем столбик с одним накидом. Дальше простой столбик с одним накидом. И в следующую петлю полустолбик с накидом. Дальше по вееру вяжем 6 столбиков без накида. И опять же до конца веера осталось 3 столбика. Вяжем сейчас полустолбик с накидом, потом столбик с одним накидом и столбик на воздушной петельке. Под арку столбик без накида. Итак, вяжем по всему краю юбочки, выравнивая подол. Я уже обвязала весь подол юбочки. Теперь выполняю соединительный столбик, воздушную петельку подъема. И также, держа нашу юбочку лицевой стороной к себе, провяжу в каждый столбик соединительную петлю. Я оформила низ соединительными столбиками, выполнила незаметное соединение в круг. На канале у меня есть видео, как оно выполняется. Если кто не знает, ссылку я оставлю в описании под видео, можете перейти посмотреть.
На этом наша юбочка готова. Приступаем к вязанию лифа. Вязать будем таким же узором, как и юбочку. Отличие будет только в первом ряду, когда вяжем ряд из воздушных арок. При вязании юбки арочки вяжутся через одну петлю, а при вязании лифа будем чередовать 2 арки через одну петлю, 2 арки через 2 петли. Присоединяем рабочую нить туда же, где начало ряда, у пояса и на юбочке. Вяжем столбик без накида туда же. Три воздушных. И пропустив одну петлю, вяжем столбик без накида. Петлю подхватываем, как обычно, за обе дужки. По юбочке мы вязали рельефные столбики, а здесь вяжем обычные. 3 воздушных. Пропускаем одну петлю, во вторую вяжем столбик без накида. Получилось 2 арки через одну петлю. Следующие 2 арки будем вязать через 2 петли. Набираем 3 воздушных. Пропускаем 2 петли и в третью вяжем столбик без накида. И вторая арка. 3 воздушных. Пропустили 2 петли, в третью вяжем. Так вяжем весь ряд. 2 арки через одну петлю, 2 арки через 2 петли. Количество арок должно быть кратно 4, так как раппорт узора размещен на 4 арках. Количество раппортов должно быть четным. Вяжем лиф до начала вывязывания рукавов. Я уже провязала до уровня пройм. Высоту у меня получилось 19 сантиметров, 4 раппорта, а в ширину у меня вязание составляет 20 раппортов. И сейчас мы будем разделять наше вязание на перед и спинку. Стык рядов уходит в боковой шов. Я здесь вешаю маркер. Всего у меня 20 раппортов, делю на 2, получаю 10. И через 10 раппортов вешаю второй маркер. У меня, посмотрите, под мышку получается уходит веер. То есть разделение будет по центру веера. Теперь мы будем набирать петли для проймы. Рукавчик большой вязать не нужно. У меня он будет примерно 10 сантиметров. В моем случае это 2 раппорта узора. Один раппорт состоит из 12 петель, поэтому на 2 раппорта нужно 24 петли. И сейчас я буду набирать 24 петли. Набор петель буду осуществлять соединительными столбиками. Как выполняется такой набор петель, на моем канале уже есть видео, я вам оставлю ссылку в описании. А здесь покажу в ускоренном варианте. Я набрала 24 петельки. Выполняем одну воздушную петлю подъема и начинаем вязать раппорт узора с первого ряда. Во вторую от крючка петельку ввожу крючок. Выполняю столбик без накида и начинаю вязать арками из 3 воздушных петель, пропуская 2 петли на цепочке. Подхватываю цепочку за обе дужки петель. И вяжем такими арками из 3 воздушных, пропустив 2 петли по цепочке, все петли рукава. Посмотрите, я провязала уже почти по всем петелькам рукава. Осталось мне связать последнюю арку. У меня вот здесь 2 петли осталось.
А столбик без накида я уже буду вязать в петельке самого платья. Здесь вот есть соединительный столбик, когда мы замыкали ряд. Вот под соединительный столбик подвожу крючок и вяжу столбик без накида. И таким образом мы плавно переходим также арками из 3 воздушных на петли самого платья. И сейчас вяжем только половину раппортов платья, то есть выполнять будем только перед. Дойдем до маркера и начнем формировать цепочку из воздушных арок для второго рукава. Вяжем этот ряд, держа платье лицевой стороной к себе. Я провязала арки по петелькам переда. Дальше у меня уже начинается спинка, а с этого места я буду формировать петли рукава. Нам будет нужно также набрать 2 раппорта. И набирать петли мы будем сразу же арками. Делаем 3 воздушных, накид на крючок и вводим крючок в то же самое место, куда мы связали последний столбик без накида. Вытянула рабочую нить и провязываю как бы только одну ниточку. Воздушную петлю сделала. И дальше обычный столбик с накидом. Первая арка готова. Вновь 3 воздушных. Накид на крючок. Посмотрите, сейчас я буду подхватывать верхушечку столбика. Не вот эти вот 2 ниточки, которые обычно подхватываются в таком случае, а подхватывать буду сам столбик. Также 2 ниточки подхватив у самого столбика. Вытянула рабочую нить, сделала как бы воздушную петельку и затем вяжу обычный столбик с одним накидом. 3 воздушных, накид на крючок и опять же. Да, вот у меня как бы тут эта верхушка этого столбика с одним накидом. Она похожа на воздушную петельку. Я вот под ней подхватываю ниточку одну от столбика с накидом и вторую. И сначала вяжу воздушную петельку, а потом и сам столбик. Видите, у нас получается набор сразу же арками. Всего нужно мне арок на 2 раппорта, то есть 8 вот таких вот арочек связать. Я набрала петельки на второй рукав. Набор получился арочками. То есть мы сымитировали как бы вот этот вот первый ряд раппорта узора. И дальше мы уже будем вязать поворотными рядами от одного края рукава до второго края рукава. Как вяжется узор поворотными рядами, я уже говорила. Мастер-класс есть на канале, ссылка будет в описании под видео. И сейчас мы будем вязать ровным полотном до начала вывязывания горловины. Глубина будет составлять примерно 6-7 сантиметров. В моем случае это как бы 3 уровня узора, то есть 1,5 раппорта. Поэтому я сейчас вяжу на высоту проймы, и как я пойму, что мне осталось связать еще 6-7 сантиметров, я остановлю вязание, и мы начнем формировать вырез горловины. То есть сейчас вяжем ровным полотном до начала вывязывания горловины. Я уже вывязала до начала горловины. Всего у меня получилось 6 уровней из вееров. Теперь будем формировать сам вырез горловины. Обратите внимание, остановилась я опять же, вывязав целый веер. Формируется он очень просто. Исходим мы из обхвата головы. У меня обхват головы 56 сантиметров, я его делю пополам, получаю 28, и вот примерно в центре и отмечаю эти 28 сантиметров. Это будет вырез горловины. У меня приходится отсчитать от края, у меня вот с края половинка раппорта. Всего в общей сложности примерно получается 4 раппорта. Вот таким образом, вот это будет плечевой шов.
половинки начала и половинкой закончила. И со второй стороны точно так же. И вот это должен получиться, как я уже сказала, плечевой шов. Связать осталось еще 3 раппорта. И посмотрите, я вот так вот диагональю провожу сюда. Ну вот раппорты, они идут по диагонали. То есть сейчас мне нужно будет провязать ряд по плечевому шву, чтобы сформировать вырез горловины, не до этого маркера, а чуть дальше, потому что я буду постепенно сокращать раппорты узора и должна выйти вот на этот уровень. То есть до конца плеча у меня должно остаться 4 целых раппорта. По диагонали я спустилась и понимаю, что сейчас я буду вязать плечо вот до этого раппорта. Сейчас берем наш крючок и вяжем, получается, на 1,5 раппорта дальше, чем у нас идет отметка маркера. Для того, чтобы получить, вот, чтобы вырез горловины был не квадратный, а чтобы он шел плавно. И постепенно я вам сейчас покажу, как будут выполняться вот такие вот убавления. То есть сейчас мы вяжем на 1,5 раппорта дальше, чем наш маркер. Вот я провязала ряд на 1,5 раппорта дальше нашего маркера. Кстати, не сказала, закончила я ряд, то есть перед вязанием горловины, опять же, целым веером. Сейчас по рисунку нам нужно вязать половинку веера, но эту половинку мы вязать не будем. Приступим сразу же вот к этим воздушным аркам. Я разворачиваю наше вязание, выполняю соединительную петлю под арку, воздушная петелька и вяжу столбик без накида под арку и начинаю вязать дальше по рисунку арками, то есть половинку веера я пропустила. Вяжем 3 арки, как подразумевает наш узор. И затем начинаем только формировать веер. То есть вяжем 3 столбика с одним накидом. Ну и таким образом довязываем ряд до конца. Я довязала ряд до конца. Теперь мы будем разворачиваться и вязать ряд до предпоследней арки. То есть вот у нас самая первая арка, ну или последняя арка ряда. Будем вязать вот до этой арки по рисунку. И посмотрите, вот у меня 2 последние арки ряда. И я вяжу под предпоследнюю арку столбик без накида. И дальше уже арки вязать не продолжаю. То есть сокращаю их. Воздушная петля. Опять разворачиваем вязание. Вяжу соединительную петлю под арку. Затем воздушную петельку и столбик без накида под арку. И перехожу сразу же на вязание веера. Вот у нас уже получается вот этот вот плавный такой скос горловины. Вяжем ряд до конца по рисунку. Я выполнила ряд до конца. Сейчас мы будем разворачиваться и по узору вязать до вот этого вот крайнего веера. Посмотрите, я довязала до этого веера и опять же одну последнюю арку вязать не стала. То есть вот по самому вееру 2 арочки связано, а третью я уже делать не стала. И опять же одна воздушная, разворачиваем вязание, соединительный столбик под арку, опять воздушная и столбик без накида. И начинаем вязать. По рисунку у меня сейчас идет 2 арки. И дальше начинаем формировать вновь веер.
То есть постоянно мы один элемент до конца ряда не довязываем. И таким образом мы формируем вырез горловины. То есть мне нужно провязать 3 уровня вот таких вот вееров. Вот я один уровень провязала вееров. И сейчас приступаю к вязанию второго уровня. Я уже провязала после маркера 3 уровня вееров. Вот получилось плечо. Оно так и состоит из 4 раппортов, как мы закладывали вот здесь. И сейчас я буду выравнивать линию плеча точно так же, как мы выравнивали линию подола платья. Я выровняла линию плеча. Вот они, эти 4 раппорта, отведенные на плечо. И теперь мы оформим вот этот вот скос горловины столбиками без накида. Выполняю одну воздушную. И вот под столбик, который выравнивал наш последний ряд узора, мы вяжем 2 столбика без накида. Подхватываем только не сам столбик, а вводим крючок внутрь столбика. То есть захватываем вот так вот пару ниточек от столбика и столбик без накида. Вот видите, столбик без накида как бы за само мясо столбика подхватывается. И второй столбик. Дальше здесь у нас столбик без накида связан. Под воздушную арочку пару столбиков. Под следующую воздушную арочку также пару столбиков. Вот тут у нас опять имеется столбик без накида. Я в него вяжу столбик. Дальше вновь идем по арочке 2 столбика. Теперь вяжем вот по вееру столбики. В каждый столбик веера здесь 3 столбика. Затем здесь вот у нас столбик без накида. Дальше по арочке 2 столбика. И таким образом обвязываем горловину до самого выреза. Вот этот скос обвязываем столбиками без накида. Я оформила весь скос. Дошла до горловины, до самого вот этого прямого выреза. И теперь я также буду выравнивать вырез горловины, как мы выровняли плечо и подол. И не дойдя до маркера, также 1,5 раппорта начну формировать и вторую половинку нашего выреза. То есть, видите, у нас получится, что мы сформируем горловину без отрыва нити. То есть, связали одну часть и по горловине переходим ко второй части. И точно так же будем формировать вторую часть. Я оформила обе части горловины. У нас только с левой стороны нету оформления из столбиков без накида. Но мы его добавим позже. Вот эту вот ниточку вы не обрезайте, потому что этой нитью мы потом будем выполнять плечевой шов. Сейчас мы приступим к выполнению горловины спинки. Ее будем вязать точно так же, только она будет менее глубокой. Глубина горловины будет всего лишь состоять из одного ряда вееров, а не из 3. И поэтому, когда мы отметим наше плечо, точно так же оно будет 4 раппорта. Мы, когда будем формировать горловину, до маркера будем не довязывать всего лишь половинку раппорта. Приступаем к вязанию спинки. Я уже выполнила спинку. Вот она, горловинка получилась глубиной всего лишь 1 ряд вееров. И точно так же у нас с одной стороны обработан скос столбиками без накида. Со второй стороны столбиков без накида нет. Мы также рабочую нить не обрезаем. Потом ей выполним плечевой шов. Плечевой шов я выполняю по лицевой стороне. Делаю я его при помощи крючка. Я говорила, что нить не нужно обрезать. Мы ей будем продолжать выполнять. Я люблю такой плоский шов выполнять при помощи крючка. У меня есть видео мастер-класс по этому шву. Можете посмотреть, я ссылку оставлю в описании. Или можете выполнить любым другим швом, который вам больше нравится.
Я выполнила плечевой шов. Он получается аккуратным, плоским. Изнаночная сторона. Теперь нам осталось обвязать края горловины спереди и сзади. Сзади я уже обвязала точно так же, как и со второй половинки. Это шов по второму плечу. Теперь мы присоединяем нить и начинаем обвязывать вторую половинку горловины спереди и будем формировать воротник. Я обвязала также столбиками без накида вторую половинку горловины. Замыкаем вязание, вяжу столбик соединительный в первый столбик без накида, который идет по спинке, и дальше мы всю горловину обвяжем соединительными столбиками. Я обвязала горловину соединительными столбиками. Дальше выполняем воздушную петельку и сейчас обвяжем горловину столбиками без накида. Мы захватываем одну ниточку соединительного столбика, верхнюю дужку, и захватываем сам столбик без накида, под который связана эта соединительная петля, то есть 3 ниточки одновременно, и вяжем столбик без накида. Опять вот верхнюю дужку соединительного столбика и сам столбик без накида. И у нас образуется как бы вот такая вот строчка из половинки петельки. Обвязываем таким образом всю горловину. Я обвязала ряд столбиком без накида. Теперь выполняем соединительный столбик в первый столбик без накида. И дальше будем вязать резинкой из рельефных столбиков, точно так же, как мы выполняли пояс для нашего платья. Я свяжу также 4 ряда, но каждый следующий ряд я буду вязать крючком меньшего размера. То есть первый ряд резинки я так и провяжу крючком 3 мм. Второй ряд возьму крючок 2,5 мм, затем 2 и 1,5, то есть на 0,5 мм буду уменьшать крючок. Таким образом свяжу 4 ряда резинки 1 на 1. Я уже выполнила 4 ряда резинки. Четвертый ряд вязала уже крючком 1,5 мм. Теперь мы точно так же замыкаем ряд. Первый столбик вяжу соединительную петлю. И дальше мы будем обвязывать наш край, чтобы не было вот этой вот банальной косички. Выполняю воздушную петельку в ту же самую петлю. Это лицевой рельефный столбик. Ввела крючок, вытянула рабочую нить. И вот таким образом проворачиваю крючок, чтобы ниточки стали перекрученные. И провязываю их. Выполняю воздушную петлю. Ввожу крючок в следующий рельефный столбик. Изнаночный пропустила, лицевой ввела. Подхватила рабочую нить. Вновь прокручиваю крючок. Ниточки получаются скрученными. Провязываю их. Делаю воздушную петлю. И таким образом в каждый рельефный столбик, то есть изнаночный столбик, я пропускаю, ввожу только в лицевой. Изнаночный пропустила, лицевой ввела. И завершаем ряд. У меня связана воздушная петля. Посмотрите, вот у меня начало, первый столбик. И я не в эту же петельку ввожу крючок, а как бы сзади. Вот сзади сам столбик подхватываю и выполняю соединительную петлю. В таком случае соединение будет практически незаметно. И наша горловина готова. Обрезаем рабочую нить и переходим к оформлению рукавов.
Держим рукав лицевой стороной к себе. Начинаем со шва рукава обвязку. Подсоединяем рабочую нить. И сейчас обвяжем край рукава столбиками без накида. Мы в каждый ряд нашего узора будем вязать по одному столбику без накида. Первый ряд у меня заканчивается столбиком без накида. Посмотрите, ввожу как бы внутрь этого столбика крючок, чтобы часть ниточек столбика подхватить. Связала столбик без накида. У следующего ряда у меня как бы пол арка. Я ввожу под эту арку. Также один столбик. Дальше опять столбик без накида. Идет ряд, и я в него, внутрь этого столбика ввела крючок, провязала столбик без накида. Затем опять полуарка, под нее связала. Дальше у меня идет столбик без накида. Опять же, подхватив часть ниточек столбика без накида. Идут дальше петли веера. То есть у меня здесь 3 ряда. И я опять же подхватываю не просто вот так один столбик, а подхватив вот буквально одну ниточку от второго столбика. Это необходимо для того, чтобы у нас не образовалось больших отверстий при выполнении обвязки. Вот в первый ряд веера я связала столбик без накида, перехожу ко второму ряду веера. Также подхватив одну ниточку от второго столбика веера. И третий ряд веера тоже в него выполняю один столбик без накида. И таким образом обвязываю весь рукав. То есть, еще раз повторю, в каждый ряд узора основного мы свяжем по одному столбику без накида. Я обвязала край столбиками без накида. Рукавчик немножко стянулся. Сейчас мы свяжем еще один ряд столбиками без накида. Я сначала выполняю соединительный столбик в первую петельку ряда воздушную. Воздушная петля. И начинаем также по лицевой стороне вязать еще один ряд столбиков без накида. Я закончила второй ряд из столбиков без накида. Выполняю соединительный столбик, воздушную петлю подъема. И затем делаю 2 воздушных и выполняю манжет резинкой, точно такой же, как мы обвязывали и горловину. Только используем один размер крючок, это крючок 3 мм, то есть крючок наш основной. И выполняем также 4 ряда резиночки из рельефных столбиков. Я выполнила 4 ряда резинки 1 на 1. Закладываю здесь ячейку для того, чтобы вставить резинку, обычную бельевую. Не знаю, как будет носиться этот рукавчик, вдруг потянется. Тогда я сюда еще вставлю обычную бельевую резинку. Так же, как мы делали при вязании пояса платья. Теперь нужно оформить резинку рукава точно так же, как мы делали на горловине. Выполняю воздушную петельку. Буду вводить крючок только в лицевые рельефные столбики. Подхватила лицевой рельефный столбик. Затем по изнаночной стороне подхватываю столбик с 4 накидами. Вытянула рабочую нить. Оборот. Провязываю обе петельки. Воздушная петля. Изнаночный столбик пропускаю. В лицевой рельефный ввожу. Одновременно подхватываю и столбик с 4 накидами. Поворачиваю крючок и провязываю обе петли. И таким образом оформляем весь рукав. Я выполнила всю обвязочку рукава. Теперь мы точно так же оформляем второй рукав. Я оформила уже второй рукав. Выстирала платье, отпарила его утюгом. Хлопок это делать позволяет. Наш узор это тоже позволяет. Поэтому не бойтесь, можете прям свободно отпаривать
ваше платье утюгом. У меня на этом все. Всем пока-пока.